Тестово сейчас попробую накидать какие-то мысли текущие, которые у меня сейчас в голове. Мысли по поводу продакшена, по поводу музыки, по поводу вообще всего, что я сейчас делаю. Ам, В последнее время очень плотно начал заниматься YouTube, разными каналами, разные тематики. Один из них это канал с волк-турами, с путешествиями. Другой канал с колыбельными. Еще есть канал, еще несколько каналов чисто утилитарных. Я именно смотрю в направлении утилитарности. Хочется быть полезным людям. И, понятное дело, иметь бенефиты с этого. Но что интересно, что с музыкой в последнее время произошел какой-то ступор. Я ищу, откуда этот ступор происходит. Возможно, дело, допустим, в самой программе, в которой я работаю. Конечно же, хочется на нее все скинуть, на эту программу. Я сейчас работаю в Nuendo, и буквально на днях снова открыл Ableton. И вот что у Ableton есть, это то, что есть ощущение плейграунда, есть ощущение, что это, ну, как детская площадка какая-то игровая, в которой ты можешь играться и почему-то даже и не думать о результате, а просто экспериментировать над звуками, да. И там еще есть интересная вещь, что в самой библиотеке Абleton звуки, там же куча синтезаторов, всего. И сами звуки, во-первых, они стали в последней версии Ableton гораздо более качественнее, чем раньше, потому что раньше это просто был как какой-то звуки из калькулятора. А сейчас поинтереснее все стало, более объемные такие, более мясистые звуки. И эти звуки, опять же, если сравнивать их со звуками, которые есть внутри Nuendo, то они более свежие, более креативные. То есть вот то, что у тебя сдвигает что-то в голове, и ты смотришь под другим углом, да. В Nuendo стоковые звуки, они в принципе очень... Они как будто из начала 2000-х, особенно с этими фильтрами, которые звучат вот как из 90-х, 90-е, начало 2000-х, типа такого. Да, но в Ableton, конечно же, есть у меня к нему свои претензии насчет внешнего вида. Мне не нравится, как он выглядит, мне не нравится то, что у него MIDI-редактор не отстыковывается. Я привык, что по одному нажатию клавиши выскакивает MIDI-редактор, как вот в Nuendo. Или же по одному нажатию клавиши выскакивает окно плагина самого. Этого нету. Там немножко по-другому это все реализовано. Тоже, конечно, в этом нижнем деке есть свои преимущества, безусловно. Быстрый доступ к ключевым параметрам, да, в принципе, ко всем параметрам, грубо говоря. Если это не third-party плагин, то быстро имеешь доступ. То есть плюсы свои, есть свои минусы, как в любой программе, собственно говоря. Но
даже несмотря на то, что сейчас в Nuendo прикрутили модуляторы внутрь программы, они сейчас догоняют, пытаются догнать Ableton, все равно очень много очень много чего. Чтобы что-то сделать, тебе приходится делать несколько кликов. И это, конечно, большой минус Nuendo, что все равно есть ощущение, что это какая-то бюрократическая система, в которую, чтобы что-то сделать, тебе нужно пройти там несколько коридоров, и только потом ты добьешься какой-то цели. И, допустим, они плохо реализовали этот нижний стек, который где модуляторы находятся. Они туда не добавили плагины, да, как в Ableton. И получается, да, что ты с этим можешь делать, что ты не можешь делать. Но самое главное, что, возможно, кстати, в будущем они, я так понимаю, тоже туда плагины вставят. Но самое главное, что при смене окна, когда ты уменьшаешь окно, то много параметров скрывается, и ты не можешь до них достать. И получается, тебе нужно иметь развернутое окно полностью. Допустим, я до этого... Это сейчас у меня монитор, по-моему, 22 дюйма. Или 24, 24, да. А до этого я на ноутбуке работал, и на ноутбуке, конечно, совсем не очень удобно работать на Nuendo. В этом плане Ableton, конечно, держит верх, там на чем угодно ты работаешь, все очень хорошо пристыковывается, приспосабливается. Ну, в общем, есть еще, конечно, главный минус у Ableton, это когда проект твой растет, когда у тебя много дорожек, то труднее становится управлять этим проектом, и обзор сам треков, он становится хуже. Мне не нравится, что сами MIDI-ноты на MIDI-партиях такие тоненькие, там полосочки какие-то, как-то оно так все выглядит не настолько органично, как в Nuendo. То есть сам обзор именно аранжировки, он какой-то менее, что ли, информативный, особенно когда у тебя треки в минимальной вертикальной высоте. Вот это, конечно, там вообще скрывается. Ты вообще там ничего не видишь в Ableton, что происходит на треках. Ты не видишь, если не ошибаюсь, даже аудио дорожки и аудио айтемы ты не видишь, что там происходит. Это скрывается. Это, конечно, минус. То есть можно было бы добавить какую-то функцию, когда бы верхнего бара на MIDI-айтемах и аудио-айтемах скрывался бы этот верхний бар. То есть функционал бы весь оставался, как и есть, просто он скрывался бы. Вот. А так, конечно, Ableton очень интересная программа, очень интересная, и в ней нужно работать дальше. Так вот, что интересно еще? Интересно, что очень сложно строить какие-то планы по созданию музыки. Это вот вторая проблема, с которой я постоянно сталкиваюсь и не совсем понимаю, как это все решить. То есть просто дисциплинированностью какой-то ты не можешь
решить этот вопрос. То есть, да, конечно, можно писать по расписанию, да, что, вот, допустим, ты выделяешь там с 10 до 11 утра, ты садишься и работаешь над этим проектом. Я пробовал это делать, пробовал. Но и да, и ты садишься, ты действительно над треком работаешь, ты действительно даже что-то там сделаешь. Но ощущение от этой работы, ну, как будто ты там пришел бухгалтером на работу и переложил там какие-то бумажки. То есть а, вроде бы да, от тебя эффективность есть определенная, но это все равно ощущение, что это была какая-то творческая работа, нет. И даже сам проект, над которым ты работаешь, ты там что-то там добавил, и потом это переслушиваешь, ну, нормально. То есть это не то, что ты восхищен тем, что ты сделал. То есть, ну, нормально, нормально. Ам, Может быть, меня вот просто что интересно, меня надолго не хватает в этом направлении работать вот так вот по расписанию. То есть буквально несколько дней, и я сливаюсь. Может быть из-за того, что нету этой наработки, может быть у кого-то, поделитесь, кстати, в комментариях, кто как работает. Хватает ли вас на это, то есть чувствуете ли вы себя вдохновленным при этом, да, когда вот это вот ощущение потока, то есть словить ощущение потока по расписанию, я не представляю, как это вообще возможно. Потому что зачастую это ощущение потока, оно там появляется, допустим, на второй час. Ты там запланировал себе на 1 час только сессию, да, а оно появляется на второй час. Ты там, допустим, какой-то пресет нашел, и все. И в этот пресет пошел, там что-то там начинаешь крутить, добавлять, какие-то партии еще там прописывать, а у тебя уже сессия закончилась, и что теперь делать? И как останавливать эту сессию, идти по расписанию, все, да. Ну, непонятно, непонятно. Продолжать ее, тогда у тебя все остальное там порушится. Ну, как-то, ну, непонятно, в общем, что делать. И получается так, что весь день он такой в свободном полете. Сложно, ну, как что-то планировать. То есть планировать то, что связано с другими моими бизнесами, там, с YouTube, с тем же самым и так далее. Это все, конечно, можно. А вот планировать создание музыки, вот это самое сложное. Я никак не могу понять, как это лучше всего сделать. Может быть, конечно, это тоже определенная тренировка. Тренировка своего внимания, тренировка работать по расписанию, и вдохновение, там не вдохновение. Ты просто работаешь и работаешь. И со временем какой-то результат, которым ты, наверное, будешь доволен там, на 50%, но ты будешь эффективен. И самое интересное, что скорее всего, что может быть в данный момент, когда ты композицию закончил, ты подумал, ну ладно, нормально, типа пойдет, там доволен там процентов на 30, на 40. Ты понимаешь, что это ну, нормальный кусок чего-то, пойдет. А потом через время переслушаешь, у меня, кстати, бывало такое, через время переслушаешь, думаю, о, ну слушай, ну это ничего, так еще звучит. Главное, что там есть атмосфера, там поймано настроение, да. Но в тот момент, когда ты закончил этот трек, тебе кажется, что ну это просто что-то сделано достаточно механически. Особенно, когда ты еще и очень много лупов там используешь, там барабанных лупов, которые ну, уже готовые пресеты, которые ты вообще ничем там не менял. То в тот момент, когда ты это создавал, ты ощущал это читингом.
А потом через время ты переслушиваешь, может быть, уже и забываешь, где ты там какие лупы использовал, перкуссионные там или какие-то еще. Забываешь об этом и такой послушаешь, ну слушай, оно звучит нормально, нормально, органично достаточно, нормальный кусок чего-то. Вот такие мысли интересные, интересные. Такие мысли о работе. В общем так. В общем так. Напишите в комментариях, что там, какие у вас мысли по этому поводу. Как вы сами работаете по расписанию, не по расписанию. Вот. В общем, будем общаться. Всем пока.